ситуация вокруг Ормузского пролива. Очередные, по-моему, уже то ли 6-й, то ли 7-й день подряд США и их коалиция наносят удары, массовые удары, массированные по Ирану, в том числе по портовой инфраструктуре, по мостам, по энергетической инфраструктуре. Были прилеты опять в районе атомной электростанции в Бушире, в районе порта Бендер-Аббас. На твой взгляд, как это сейчас все опять отразится на наших с тобой, уже обсуждаемых, любимых фьючерсах на нефть, на газ, не знаю, там, на удобрение, если оно еще каким-то образом производится в странах залива? Ситуация такая, о которой предупреждали скептики, что меморандум, подписанный Соединенными Штатами, как бы это помягче сказать, не самый твердый документ, что мы, собственно говоря, и увидели. 2 месяцев не прошло, взаимные претензии. То, что высказывает вслух Трамп, вероятнее всего, могло как-то отразиться и на переговорах, которые в это время вроде бы продолжались. Желание получать 20% от стоимости грузов, идущих через Ормузский пролив, это, я так понимаю, есть истинная цель Соединенных Штатов под всеми словами о невероятной опасности ядерной военной программы Исламской Республики Иран, которая отсутствует в принципе, потому что такова фетва высшего духовного руководителя. Просто хочется денег, хочется контролировать потоки нефти. И не только нефти. Ормуз — это, конечно, и огромные объемы сжиженного природного газа, производимого в Катаре и в Объединенных Арабских Эмиратах, и так далее. Не говоря уже про действительно химическую продукцию самого разного назначения. Фьючерсы сентябрьские, то, что мы видим сейчас на лентах товарно-сырьевых бирж, выросли с 72 до 85-86. Ни о чем не говорит. Еще раз, это сентябрьские фьючерсы. Фьючерс – это, собственно говоря, финансовый инструмент, и колебания отражают настроение на бирже, которое под очень сильным влиянием любых политических событий, громких заявлений. Это рынок надежд, страхов, каких-то прогнозов и так далее. Я думаю, что в ближайшее время начнет поступать информация о растущем спреде, такой сленговый термин, разница между реальной стоимостью нефти, как черной жижи, физической нефти, и того, что мы видим с этими фьючерсами. Судя по той информации, которая поступает, поток судов вышел в ноль. Были удары по судам, как заполненным товаром, так и по пустым. Поступила информация о том, что Объединенные Арабские Эмираты остановили отгрузку в порту Фуджейра, куда приходит нефтепровод, идущий в обход Ормуза. Причина удара по 2 судам, которые стояли на рейде, соответственно, пожары, человеческие жертвы. В общем, обстановка крайне накаленная. Судя по поведению Вашингтона, останавливаться он не намерен. Желание увидеть смиренность со стороны Ирана тоже разбивается суровую реальность. Иран отвечает с каждым днем все жестче и, судя по информации, достаточно результативно. Под ударом вся военная инфраструктура Соединенных Штатов в регионе, Кувейт, все те же Арабские Эмираты, Бахрейн, достается всем, кто допустил присутствие на своей территории вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Израиль пока не подключался, я не знаю, какие там дипломатические усилия для этого требуются, но на день сегодняшний это не удары коалиции, это в чистом виде агрессия со стороны США. Сколько это может продолжаться, сказать сложно. Иран получает достаточно большой урон от всего происходящего. И не похоже на то, что огромное военное превосходство, потому что когда удары переносятся на гражданские объекты, опять страдают больницы, вынужденная эвакуация и так далее, это говорит о том, что это ближе уже к отчаянию. Я не думаю, что очень большая симпатия у мистера Трампа к происходящему, с учетом электорального цикла, так скажем. И то, что в течение последних, наверное,
дней 10 пошли вниз цены на автозаправках в Соединенных Штатах, может прекратиться по понятным причинам. Сейчас нефть опять будет дорожать. Чем ситуация, на мой взгляд, более тревожна, чем по сравнению с той, которая была весной, то, что рост цен удалось остановить где-то на уровне $100-110 за баррель по фьючерсам. Одна из причин то, что по решению стран, входящих в Международное энергетическое агентство, на рынок было из стратегических резервов, из государственных резервов дополнительно поставлено порядка 420 миллионов баррелей нефти. Но их больше нет. И если сейчас не будет падать спрос внезапно, то стоимость, разумеется, пойдет вверх, потому что больше остановить нечем. Вот приблизительно такая обстановочка. Насколько это долго будет продолжаться, не от нас с вами зависит, а предугадывать поведение мистера Трампа, ну, это, наверное, к синоптикам, вот они такие вещи умеют предсказывать, я нет. К сожалению, еще и впечатление, что и мистер Трамп сам себя предсказывать не всегда способен. Итого, судоходство приостановлено, рост цен мы уже видим. Более подробная информация о том, идет ли рост цен на спотовом рынке, то есть тот рынок, где мой танкер против вашего чемодана с деньгами, пока не поступала. Вот приблизительно такая обстановочка. Соединенные Штаты заявляют, что они будут блокировать иранские порты, именно этим оправдывая удары по портовой инфраструктуре. Мы видим взорванные вышки наблюдательные и так далее, и так далее. Мы одновременно наблюдаем удары по военной технике, по местам концентрации американских военнослужащих. Ждем. Не забывая делить весь поток информации, ну, как минимум на 5, потому что с каждой из сторон раздаются слова о огромных победах и так далее. Тема нефти важна и для наших соседей. Я сейчас имею в виду Казахстан. Там опубликована статистика по добыче нефти, и, соответственно, стоят цифры о том, что год к году, за первое полугодие 2026 года по сравнению с первым полугодием 2025 года, идет снижение добычи на 3 с лишним миллиона тонн нефти. На твой взгляд, насколько это существенно для наших казахстанских соседей и, соответственно, насколько это существенные потери для бюджета? То, что это потери в физических объемах, совершенно однозначно. То, что для Казахстана это неприятно, потому что ему нефть нужна в том числе и для собственного внутреннего рынка. Нефтепродукты важны для любой экономики по временам нынешним. Что касается поступления в государственный бюджет, то здесь, ну, как бы помягче, не все так просто. Я посмотрел на среднюю стоимость Брента в первом полугодии 2025 года. $77,8 за баррель в среднем. То есть, если округлить за 180 дней. Соответственно, если брать первое полугодие 2026 года, $71 за баррель в прошлом году был, в этом году получилось $87 за баррель. То есть разница приблизительно $16 за баррель или около 23%. А дальше арифметика показывает, что потери в физическом объеме – это не потери в деньгах, если мы сравниваем с прошлым годом. Вот такая внезапная обстановочка. То есть, с одной стороны, я не думаю, что в Казахстане и в тех компаниях, которые являются операторами крупных нефтяных месторождений на территории Казахстана, испытывает кто-то большую радость в связи с падением объема добычи. Но, с другой стороны, по деньгам вот так, как есть. Если пересчитать, то проигрыш просто отсутствует. Тем не менее, то, что произошло, это вот тот самый случай, когда абсолютно нейтральный Казахстан страдает из-за действий, тут прилагательное добавьте сами, киевского режима, сказались и удары по выпускному перегрузочному устройству в системе КТК, Каспийской трубопроводной корпорации, и то, что произошло на Оренбургском газоперерабатывающем заводе. Напомню, что Кашаган – это не просто нефтяное месторождение, правильно его называть нефтегазоконденсатным, и объем попутного газа настолько
большой, что упрятать его весь в пласт для поддержания давления никакой необходимости нет. Газ отправляется на переработку на Оренбургский газоперерабатывающий завод. Там идет очистка от всевозможных примесей и возвращается уже товарный газ. Нет возможности поставлять газ на переработку в Оренбургский газоперерабатывающий завод, нет возможности поддерживать добычу на обычном уровне. Вот в такую удивительную ситуацию попал Казахстан. Ну, к сожалению, вот так. Такое сейчас занимательное время. И, конечно, есть большие надежды на том, что безобразия вот эти, в конце концов, прекратятся. Это может быть связано даже не столько с двусторонними отношениями Украины и Казахстана, а с тем, что операторами на нефтяных месторождениях Казахстана являются очень крупные западные компании, в том числе американский «Шеврон». Может быть, как-то удастся привести в состояние адекватности киевский режим. В этом случае у Казахстана есть шанс на это отставание по физическим объемам добычи все-таки компенсировать во втором полугодии. Но, опять же, предсказывать что-либо сложно. Будем наблюдать, будем надеяться, что соседи вот такие удары все-таки перестанут получать. Ну, будем надеяться, здесь только это и остается делать. Как я и говорил, я предлагаю вернуться к теме экстремальной жары, которая накрыла как Европу, так, в принципе, и страны, опять-таки, наши соседи. Это и Казахстан, и Кыргызстан, то, что мы видим. Но я бы хотел, чтобы, может, ты чуть-чуть проанализировал рекорды, которые, по-моему, третий день подряд уже бьет Узбекистан по потреблению электроэнергии. Вот на твой взгляд, и прогнозы неутешительные на ближайшие выходные, вот как написали мои коллеги из «Спутник Узбекистан», средняя температура по стране будет в районе 46-48 градусов. Вот на твой взгляд, выдержит ли, скажем так, вся система электроэнергетическая Узбекистана такую жару и такое потребление? Ну, давайте по порядку. Вот когда идут сообщения об экстремальной жаре в Узбекистане, надо помнить, что Восток дело тонкое, и торопиться с эмоциями, ну, особой нужды нет. Да, я вот тоже увидел новости о том, что температура, ну, действительно 42-44 в пустынных районах, и ожидается, что дойдет до 46, в центральных районах около 40. Ну, подумал, что да, наверное, это что-то экстремальное. Ну, посмотрел на лето 2025 года. Средние температуры летом 2025 года от 40 до 44. Лето 2026 года от 40 до 46. Вот. То, что для нас с вами 40 градусов, это, ну, я, например, с трудом представляю, как я себя буду чувствовать при такой температуре, но сказать, что нечто невероятное произошло в Узбекистане, ну, тоже не получится. Рекордная отметка в прошлом году, суточное потребление 272,6 миллиона киловатт-часов, в этом году добавили 2,2%, получили 278,6. Казахстан, сколько я не искал, но информация на сайте Кигук, посвященной температурным аномалиям, не нашел. Может быть, появится, но позже. Может быть, еще какие-то причины. Оперировать какими-то оценочными данными совершенно не хочется. Самое удивительное, если сравнивать Казахстан и Узбекистан, то общая установленная мощность объединенных энергосистем практически совпадает. При этом напомню, что население в Казахстане около 20 миллионов человек. В Узбекистане того и гляди станет уже в 2 раза больше. Мне кажется, что рост потребления связан как раз с тем, что и дополнительные мощности в прошлом году в Узбекистане ввели в очень приличных объемах. Но если брать сравнение с Европой, вот такой рост потребления – это достаточно наглядное свидетельство роста уровня жизни населения. Это кондиционеры, это всевозможные вентиляторы и все остальное, что жители Узбекистана теперь уже имеют возможность приобретать для того, чтобы не чувствовать себя вот в таком невероятном состоянии, что плюс 40 в тени, но это действительно очень много.
Так что, с одной стороны, да, действительно не самая приятная ситуация, с другой стороны, ну вот есть достаточно наглядное свидетельство, что растет уровень жизни, ничего такого плохого в этом точно нет, вот кто бы что бы ни рассказывал. Ну и, конечно, это говорит о том, что спрос на электроэнергию в Узбекистане будет расти быстро, я бы даже сказал, если сравнивать с Россией, очень быстро. Что для нас с вами это означает? Ну, у меня есть подозрение, что все проекты, связанные с поставками российского газа в Казахстан и в Узбекистан, будут реализованы, и даже более того, если растет спрос, то нужно, соответственно, наращивать генерацию. Понятно, что и Узбекистан, и Казахстан будут это делать. Да, идет большой ввод мощностей. За прошлый год более 5 гигаватт введено в Узбекистане. Это, если уж постсоветская история, это точно рекордно, если сравнивать с вводом новых мощностей в России, Узбекистан нас сумел обогнать кратно. То ли в 2 раза, то ли в 3 раза. Тут разные подсчеты, по-разному можно учитывать солнечные ветроэлектростанции. Узбекистан к этому явным образом готовится. Мы это уже отмечали, что здесь уже пошли реальные работы по установке систем накопления энергии, но при этом основную генерацию в Узбекистане по-прежнему дают тепловые электростанции. Кому-то это может не нравиться, но энергетикам это точно нравится. Это предсказуемая генерация, это надежная частота в сети, это решаемые все вопросы, касающиеся реактивной мощности, это стабильность. Может быть, поэтому с системами накопления энергии Узбекистан не форсирует, он идет более высокими темпами, чем в России, но пока идет речь о регулировании работы ВИА-генерации солнечной и ветровой. То есть это просто накопление электроэнергии, просто выдача ее в сеть, тогда, когда появляется такая возможность, когда появляется такая необходимость. Следующий этап, тот, на который сейчас вынуждена вышла Европа, здесь ставят так называемые сетевые системы накопления энергии, грид-форминг. Они формируют сеть уже за счет имеющейся в их составе силовой электроники, соответствующего программного обеспечения. Если в обычных случаях инвертор солнечной электростанции перед тем, как выдать электроэнергию, вежливо спрашивает у сети: а у вас есть 50 Гц? Если ему сеть говорит да, тогда он отдает. А если нет, то инвертор молчит. Вот грид-форминг – это система накопления энергии, системы инверторов, которые сами формируют и 50 Гц, и реактивную мощность. Стоят они, мягко будет сказано, дорого, но такая более серьезная возможность регулирования сети, что в Европе по понятным причинам становится с каждым днем все более востребовано. Кто не понимает, о чем речь, Welcome to Испания с их блэкаутом, они потеряли частоту. Потому что у них вот таких грид-форминг инверторов не было, потребности не было. И в тот момент, когда отключилась подача электроэнергии из Франции, Франция это все-таки энергетическое сердце Европы, что касается 50 Гц, то это частота вращения ротора внутри статора. И в отличие от всех прочих стран, 57 роторов атомных электростанций, каждая из которых весит 100 тонн, это частота для всех соседей Франции, не говоря уж о ней самой. Вот как только кабель исчез, так исчезла электроэнергия в объединенной энергосистеме Испании. Я думаю, что в Узбекистане к этому очень внимательно присматриваются. У них пока запас прочности весьма и весьма велик. Все тепловые электростанции, они гарантируют те самые 50 Гц. Но то, что они начали работать с системами накопления энергии, конечно, говорит о том, что внимание обращают очень большое. Если ты уже упомянул Францию, то просто коротко ты мог бы прокомментировать новость, которая была на этой неделе, о том, что вот точно не помню, из 56 или 58 блоков атомных электростанций во Франции остановлено более 20, и там практически под 30, именно из-за жары.
Давайте вернемся к объединенной энергосистеме Франции, потому что действительно вот эти сообщения о том, что зимой Франция замерзнет, потому что сейчас уходит газ из ПХГ, летом она умрет от жары, потому что останавливается атомная электростанция. Это все, конечно, здорово, но давайте просто к статистике посмотрим, что происходит. Есть итоговые данные 2025 года. При общем объеме выработки порядка 560 миллиардов киловатт-часов, чистый экспорт, то есть за вычетом встречных перетоков, у Франции составил 85 миллиардов киловатт-часов. При условии, что в прошлом году вклад газовой генерации в общий баланс составил 3%. То есть запас прочности у Франции, у объединенной энергосистемы Франции, просто потрясает на самом деле. И то, что происходит сейчас, помимо информации о том, что снижается мощность части атомных энергоблоков, выключается, не говорит ни о чем. Когда я услышал новости еще и о том, что действительно убывают запасы газа в подземных хранилищах, это значит, что Франция перешла на тот режим работы, который у нее заложен в систему. Если снижается атомная генерация, мы страхуем наращивание мощности на газовых электростанциях объемов выработки и чувствуем себя спокойно. Разговоры о том, что во Франции все равно будет плохо, потому что у нее некие обязательства перед соседями по объемам экспорта электроэнергии, тоже характерно для тех, кто почему-то забывает, что продажа электроэнергии в Евросоюзе биржевая. Соответственно, если правительство Франции отдаст распоряжение государственной компании EDF, то EDF на биржу просто не выйдет на несколько дней. Вот, собственно говоря, и все, что произойдет.